Привет, друзья! Это видео про очень-очень животрепещущий вопрос, который звучит почти на каждой консультации. Звучит он так: болят ли зубы во время ношения брекет-системы? И я вам сразу могу ответить, что это очень индивидуальная вещь. На самом деле интенсивность ощущений в первую очередь зависит от вашего болевого порога. То есть в интернете куча отзывов, куча постов про то, как сильно болят зубы. Лезем на стену в первые несколько дней ношения брекет-системы. В то же время достаточно много отзывов от людей, что вот зубы почти не болят, что-то там почесалось. Понятно, что первая категория пациентов, она гораздо более активна в сети, и те, у кого все хорошо, они в целом про это обычно активно не пишут. И в то же время, по моим ощущениям, соотношение людей примерно таково, то есть где-то у 20-30% зубы болят достаточно выраженно в первую неделю, примерно около половины людей испытывают это болевое ощущение средней интенсивности, то есть это зубы болят при накусывании в течение от 2 до 5 дней, достаточно умеренно, жить можно. И еще оставшиеся люди, соответственно, также 20-30%, у которых болевая чувствительность явно ниже нормы, ниже среднего уровня точнее, и, соответственно, они почти не жалуются на то, что у них что-либо болит, максимум что-то там где-то почесалось, может один день какие-то неприятные ощущения были. Они задают вопрос, а как же так, почему зубы не болят, и может там ничего не двигается, ничего не происходит. На самом деле интенсивность болевых ощущений абсолютно не зависит от того, с какой скоростью зубы двигаются. Многих интересуют вопросы, в принципе, на многих сайтах этот вопрос поднимается, на каких системах брекетов или с помощью каких аппаратов, лайнеров, как в принципе можно более мягко проводить ортодонтию, то есть когда в принципе зубы болят меньше всего. На самом деле от типа брекет-системы болевая чувствительность очень мало зависит. Важно то, как именно ортодонт меняет дуги, насколько велика нагрузка на зубы в целом, и важен ваш болевой порог, и ваше отношение в принципе к каким-то неприятным ощущениям. Поэтому тут, в общем-то, ориентироваться на какие-то советы в интернете нет абсолютно никакого смысла. В принципе, болевое ощущение не зависит от вида брекетов. Что касается эйлайнеров, то в целом на эйлайнерах зубы болят немного меньше. Точнее, они болят, наверное, так же, но они болят именно по длительности чуть-чуть меньше. То есть в среднем на эйлайнерах редко, когда зубы болят больше 1-2 дней после установки нового эйлайнера, но зато нередко они болят так при каждой смене эйлайнеров. То есть это в среднем раз в 10 дней или раз в 2 недели. Соответственно, болевые ощущения на эйлайнерах, они более распределенные по всему времени и, может быть, чуть-чуть менее интенсивны, но сказать, что есть какая-то значимая разница, что если вы боитесь боли именно и из-за этого есть смысл выбирать лайнеры, нет, такого нет. В принципе, интенсивность соизмерима вполне. И важно понимать, что в принципе дискомфорт во время начала ортодонтического лечения, он связан обычно с двумя вещами. Первое, это именно боль такая, которая представляет собой реакцию пародонта, то есть связки, окружающие зуб, на нагрузку. Это то, что непосредственно говорят, боль при накусывании, и какие-то такого плана ощущения. Второе, это реакция слизистых на то, что у нас появились какие-то новые конструкции в полости рта, могут быть связаны с тем, что натирают губы или щеки брекеты, особенно первые недели, особенно если есть какие-то элементы конструкции, которые недостаточно тщательно подогнаны ортодонтом, то в общем и целом может что-то быть довольно неприятно. В целом, обычно эти все вещи проходят тоже за 2-3 недели. Если у вас подобная проблема существует, то обычно ортодонт выдает вам с собой воск ортодонтический специальный, который можно нанести на ту часть брекет-системы, которая вас непосредственно беспокоит. Злоупотреблять им не стоит, обычно достаточно применить его буквально пару раз, пока у вас губы и щеки не адаптируются. Если вы будете применять его чуть ли не ежедневно, тогда процесс адаптации наоборот затянется. По поводу длительности болевых ощущений. Многие пациенты думают, что боль сопровождает ортодонтическое лечение на всем протяжении. Это, конечно же, не так. Основная масса неприятных ощущений ждет пациента в первую неделю, максимум 10 дней, в зависимости, опять же, от вашей чувствительности. Затем
пародонт и зубы в целом привыкают к нагрузке, и, соответственно, болевые ощущения идут на спад. И в общем и целом основное время лечения проходит без каких-то вот выраженных прям неприятных ощущений, хотя отдельные зубы могут побаливать и сами по себе, и особенно после активации, потому что с каждой новой дугой или с каждым новым изгибом может возникать новая нагрузка, которой раньше не было, или усиливаться та, что была до этого, и, соответственно, зубы двигаются дальше. Ну, помимо дуг и изгибах на них, боль еще может сопровождаться в процессе ортодонтии, если на зубы устанавливаются цепочки ортодонтические. Кстати, подробное видео о строении брекет-системы вы найдете вот здесь. Что касается цепочек, то они ослабевают примерно через сутки вдвое, и, соответственно, интенсивность болевых ощущений резко снижается. Кроме того, нередко болевые ощущения возникают в первый день-два после того, как ортодонт назначил нам эластики. Это вот эластические тяги, которые тоже двигают зубы или переучивают мышцы, изменяют позицию нижней челюсти. Соответственно, опорные зубы также могут под нагрузкой давать некоторые болевые ощущения. И, в принципе, любой элемент брекет-системы, который дает определенную нагрузку, особенно если она такая локальная, то, естественно, какие-то вот зубы могут реагировать больше, чем прочие. Ну и самый интересный вопрос, что, собственно, с этой болью всей делать. Ну, во-первых, скажу сразу, что абсолютное большинство пациентов, в общем, постоянно таблетки не пьет. По моей такой личной статистике, где-то, наверное, 70% за все время ортодонтического лечения выпивают, может быть, 2-3 раза какие-то обезболивающие препараты. Обычно в самом начале лечения, иногда бывает во время каких-то там жестких переходов, там, во время активации. И на этом все дело заканчивается. Ну и, конечно, если ваш болевой порог очень низок, и вы очень переживаете, у вас очень сильно болят зубы, естественно, использование обезболивающих препаратов, оно бывает в увеличенном объеме необходимо. Соответственно, здесь важно применять обезболивающие препараты не токсичные в целом. То есть всякие кетановы, кетаролы и так далее, они к ним не относятся. Дамы и господа, это обезболивающие только для очень-очень неприятных ситуаций, например, там почечные колики или что такое. Их нельзя использовать в обычной жизни в принципе. Я знаю, что многие ими пользуются, но это неправильно. Даже по инструкции их нельзя длительно использовать, они очень гепатотоксичны и, соответственно, вредят организму довольно сильно. Поэтому я рекомендую использовать обезболивающие более такого мягкого действия. К ним обычно относятся вот или немесил, или нурофен, какие-то вот такие нестероидные противовоспалительные препараты, не очень мощные. Некоторым помогают даже обычные вот обезболивающие, как от головной боли, типа аспирина или что-то вроде того. Еще маленький лайфхак. Холодное снижает, в принципе, болевую чувствительность зубов, а также оно снижает силу начальных дуг, так как они термоактивны. Соответственно, съев мороженое или подержав холодную воду во рту, или там съев любые охлажденные продукты, вы, в принципе, можете снизить интенсивность ваших неприятных ощущений. Поэтому пользуйтесь этим на здоровье. Единственный нюанс. Зубы и брекет-система не терпят резких перепадов температур, поэтому нельзя горячий чай заедать холодным мороженым или какие-то вот такие эксперименты проводить. Кроме того, боль может возникать из-за проблем, не связанных непосредственно с ортодонтическим лечением. Это такие проблемы, как чувствительность зубов, реакция зубов там, на кислое, сладкое, горячее, холодное, если есть какие-то кариесы, пульпитные боли, если там уже все совсем плохо, или периодонтитные. Соответственно, этому будет посвящено отдельное видео, но что я вам рекомендую, так это в первую очередь хорошо и качественно подготавливать зубы к ортодонтическому лечению, чтобы у нас не было в принципе никаких проблем. Если у вас есть какая-то повышенная чувствительность эмали зубов, то рекомендую пройти терапию, которая будет направлена на снижение этой чувствительности. Надеюсь, вы поняли, что болевые ощущения это не то, из-за чего стоит вот прям слишком сильно переживать. Да, безусловно, это неприятно, но далеко не факт, что именно у вас они будут очень сильно выражены, это раз. Во-вторых, есть способы с ними эффективно достаточно бороться. Кроме того, они возникают в относительно небольшие интервалы времени, в основном в начале ортодонтического лечения. И если вот вы прям супер сильно боитесь боли, то есть относительно нейтральные по отношению к организму обезболивающие, которые помогут
могут снизить вашу болевую чувствительность. Я надеюсь, что одним вопросом для вас стало меньше, и вы поняли, что болевые ощущения, они не распространяются на все время ортодонтического лечения. Есть способы для эффективного их снижения в целом. И, в общем, это не тот вопрос, ради которого стоит бояться ортодонтического лечения. Да, это мелкая неприятность, которая достаточно быстро проходит, а ровные зубы остаются с вами на всю жизнь. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, задавайте любые вопросы в комментариях, мы с радостью на них ответим. Всего доброго!